Его жена пропала без вести во время их идеального медового месяца всего через несколько дней после свадьбы, исчезнув без объяснения причин. Но затем он увеличил одну из свадебных фотографий и заметил нечто шокирующее. «Дорогие зрители, напишите, пожалуйста, с какого города вы нас смотрите». Грейсон Хант сгорбился в неудобном металлическом кресле допросной комнаты, глаза налились кровью от недосыпа. Это было его третий допрос в участке Вальдхейма за последние 24 часа. Над головой жужжали флуоресцентные лампы, отбрасывая резкие тени. Напротив него сидел инспектор-детектив Лиам Рэндольф в сопровождении двух офицеров из регионального управления Восточного побережья. «Господин Хант», — начал инспектор Рэндольф спокойным, но утомленным голосом, «мы понимаем, что уже обсуждали это несколько раз, но нам нужно снова пересмотреть хронологию. Каждая деталь может быть решающей, особенно сейчас, когда к делу подключились силы Восточного побережья». Грейсон кивнул, потирая лицо руками, и сказал: «Я понимаю. Все, что поможет найти Эмили». «Расскажите нам снова о вчерашнем дне. Когда вы в последний раз видели свою жену?» «Около 6 утра. Мы остановились в Панорама-Бэй. Это элитный курорт у озера Херон. Эмили планировала посетить рассветную йогу в 6:45. Она поцеловала меня на прощание, пока я был еще сонный». Он замолчал, вспоминая ощущение ее губ на своем лбу. «Какие у вас были планы на день?» Вмешалась офицер Тара Йенсен. «Мы забронировали воздушную прогулку на гидроплане на 10 утра, а после обеда — прыжки с утеса. Эмили обожает экстремальные виды спорта. После йоги у нее был массаж и уход за лицом в спа-салоне. Мы договорились встретиться на завтрак к 9. «Когда вы поняли, что что-то не так?» — спросил Рэндольф, делая заметки. «Примерно к 10 утра. Она не вернулась. Я ждал, думал, может, процедуры затянулись. В 11 попробовал позвонить и понял, что ее телефон все еще в номере. Тогда я начал волноваться. Эмили никогда не выходит без телефона. Пошел на ресепшн. Они проверили спа. Сказали, она туда не приходила. «Что вы сделали дальше?» — спросила офицер Йенсен. «Я начал искать. Сотрудники проверили рестораны, сады, пляж, спортзал. К полудню мы не нашли ее. Тогда я пришел сюда». Рэндольф перевернул страницу в блокноте. «Мы добились прогресса. Допросили персонал и гостей, изучили записи камер. Мы подтвердили, что она была на йоге. Затем камеры зафиксировали, как она идет к спа между 7:50 и 8:10. «Значит, она шла туда, но так и не дошла?» — переспросил Грейсон. «Верно», — сказала Йенсен. «На видео видно, как к ней подходит мужчина в униформе. У них короткий разговор, потом они уходят вместе. Этот человек не числится в штате курорта». «Вы нашли, куда он ее повел?» — спросил Грейсон, стуча кулаком по столу. «Мы проследили их по улице Лавиндер. Затем камеры теряют их след. Никто не сообщил о подозрительной активности или признаках борьбы». «То есть вы хотите сказать, что она просто ушла с незнакомцем?» «Мы не делаем выводов». Рэндольф посмотрел ему прямо в глаза. «Но есть еще кое-что. Инструктор по йоге сообщил, что Эмили сказала фразу «Скоро я от всего освобожусь». Он подумал, что это про чувство после практики, но теперь... «Это чушь», — воскликнул Грейсон. «Эмили не ушла бы просто так. Мы только поженились». Инспектор положил ручку и сказал: «Мистер Хант, пожалуйста, успокойтесь. Мы продолжаем работу. Завтра расширим периметр поиска. Мы оповестили пограничную службу, морской патруль и службы иммиграции». Позже в пустом номере люкса Грейсон просматривал свадебные фотографии, полученные от их организатора Ланы Колдинг. Фотография за фотографией, идеальные кадры. И вдруг один момент.
Фото, где они с Эмили идут по проходу. Он увеличил задний план. Там, среди улыбающихся гостей, стоял мужчина в напряженной позе и смотрел прямо на невесту. Серое лицо, холодный взгляд. «Марк Дел Рей», — прошептал он. Бывший муж Эмили. Мужчина, который преследовал ее после развода, пока она не подписала соглашение о неразглашении в обмен на тишину о его махинациях. Сердце Грейсона колотилось. Он схватил телефон, чтобы позвонить Рэндольфу. В этот момент экран загорелся. Входящий звонок. Неизвестный номер. Он ответил. «Грейсон!» Голос на том конце был тихий. Это была Эмили. «Где ты? Что с тобой?» «Я в порядке. Мне просто нужно пространство. Я поняла, наш брак был ошибкой. У нас разные интересы». Он перебил. «Эмили, нет, это не ты. Кто-то заставляет тебя говорить это». «Мне жаль. Прощай». Линия оборвалась. Грейсон метался по комнате. Телефон Эмили все еще лежал на тумбочке. Если она ушла добровольно, зачем оставлять его? Он начал копаться в старых новостях о Дел Рее. Нашел информацию о собственности, оформленной на подставную компанию, уединенное поместье в Окридже. Он поехал туда сам, пробрался к дому. В домофон ответила грубая женщина. Сказала, что Дел Рей давно не живет там, но добавила, если он где-то и бывает, то в Тихой бухте. Грейсон отправился в этот бар. Бармен указал ему на Дэна Хартвика, владельца чартерного бизнеса. Тот как раз хвастался, что кто-то арендовал яхту за 200 тысяч. Имя отправителя — инициалы МД. Грейсон представился, рассказал, что ищет жену. Хартвик сначала не поверил, но, увидев искренность, согласился отвезти его. Яхта еще не отплыла. Вместе они добрались до частного причала. Там Грейсон заметил Эмили, выходящую на палубу. Она была напряжена. Рядом — Дел Рей. Грейсон вытащил муляж пистолета и вышел из тени. «Отпусти ее!» В это время появилась полиция, которую вызвал Грейсон. Люди Дел Рея попытались бежать. Эмили вырвалась и побежала к мужу. Дел Рей был арестован. Позже в участке Эмили все рассказала. Ее заставили позвонить Грейсону, показали фото ее родителей, угрожали. Она старалась говорить неестественно, надеялась, что он поймет. «Я знал. И ты оставила свой телефон. Ты никогда бы этого не сделала, если бы хотела уйти». Офицеры нашли в ее браслете микрочип. Дел Рей следил за ней месяцами. Все было спланировано. Утром, когда солнце поднялось над горами, Грейсон достал из кармана кольцо и сказал: «Я думаю, это твое». Эмили улыбнулась, слезы застили ей глаза. Он надел кольцо ей на палец. Она прошептала: «Подходит идеально, как и мы». Они сидели, держась за руки. И знали, все только начинается. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.